Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 36-й день войны, Украина сражается. Поговорим немного о двух фронтах. На основном фронте, конечно, все разговоры вокруг переговоров. Переговоры проходят в Турции, это уже очень замечательно. Самое главное, переговоры идут. Еще абсолютно никаких договоренностей нет. Особенно то, что там про территории звучит, этого вообще даже близко нет. Поэтому тут надо быть абсолютно спокойным. Что из хорошего произошло? Первое, что уже со стороны рашистов не звучат слова «д». То есть демилитаризация, денацификация. Уже пропали эти слова. Это очень замечательно. Но самое главное, в переговорах появилось совершенно новое направление, и которое я считаю, что очень-очень перспективное. Это соглашение, которое начало обсуждаться о гарантиях. Это международное соглашение о взаимных гарантиях, под которым готовы подписаться 10 стран. Это в основном основные участники Совета Безопасности ООН. В том числе и Россия там. Скажите опять, Рада Россия, значит, подписываться будет только тогда, когда будет достигнута договоренность, что любое решение этим коллективом будет приниматься большинством голосов. Никаких права вето. Далее, что позволяет этот договор в конечном итоге? Он позволит значительно больше, даже чем прописано в статье 5 НАТО. Это вы сами зайдите, посмотрите, тут обсуждать это слишком долго получается. Самое главное, что пока каждая из 10 стран не ратифицирует своими законодательными органами этот договор, он не вступит в силу. Соответственно, не будет никаких компромиссов до момента подписания. Это тоже главное. Я считаю, что именно этот момент очень положительный в переговорах. Поэтому я думаю, что немножечко успокоились. Никаких сдач территории, никаких отступлений. Украина продолжает держаться на своих позициях. Ну а самое главное, что Украина продолжает сражаться. И это делает очень успешно. Давайте посмотрим, почему вообще на этих переговорах пришли именно вот к такому заключению. Выступал генерал-полковник Рудской. Сами регалии его посмотрите, там, ну, не буду, он там зам, пом, шмом, но, естественно, что ниже министра обороны. Господин Рудской долго выступал, там, больше 17 минут. И, как всегда, налил столько всего, что они такие молодцы. Украина практически побеждена, все города окружены. И, в общем, тут еще чуть-чуть, и все будет замечательно. И тут происходит невероятное. На фоне всех огромных успехов, которые совершила как будто бы рашистские войска, происходит невероятное. Пан Рудской говорит, что завершена первая фаза военной операции, то есть на самом деле войны, что она благополучно завершена. Но я не вижу никакого благополучия. Все Киев на месте, Чернигов на месте. Да, очень сильно разрушили, Харьков сильно разрушили. Но у них, оказывается, все замечательно. Это была завершена первая фаза. И теперь начинается вторая. Очень важный момент в этой ситуации. Почему? Потому что о основной фазе это захват всей Украины. Это решение главного бункерного главнокомандующего. А тут он его не отменял. И тут генерал-полковник принимает за него решение, что первая фаза закончена. И, значит, приступает ко второй.
А вторая фаза говорит, у нас наконец-то мы идем на Донбасс и будем там решать все вопросы. То есть сдулись, абсолютно сдулись, и из этого понятно. Хотя вида не подают. Широко открытый рот был у рашистов, но надкусить Украину не смогли. Поэтому будут потихоньку отползать. Может быть, там резервные части какие-то уходят с севера, там из-под Чернигова, севернее Киева, там уходят какие-то части. Но основные части выбиваются, уничтожаются. Позавчера был зачищен Ирпень, пригород Киева. Вчера по инсайдерской информации Гостомель был зачищен. Сегодня ждем подтверждения. Я думаю, что в ближайшее время будут зачищены и остальные. И именно зачищены. Никто оттуда не уходит. Оттуда только выносят удобрением для украинской земли. Театр войны в ближайшее время переместится на восток Украины. Будем за этим следить и контролировать. Но будем сражаться, я надеюсь, и будет все хорошо. Вот такая обстановка на основном фронте. Второй фронт. Ну что, вчера увидел в сети приказ Укроборонпрома, в котором, я сейчас его покажу, в котором стоит фраза, что директор государственного предприятия Антонов Бычко Сергей Андреевич отстраняется от должности на время проведения расследования. Поэтому вчера там мне уже писали, говорили, лед тронулся. Ну, не будем торопиться, потому что впереди еще очень-очень много работы. Я считаю, что лед только треснул. Продолжаем бороться и продолжаем работать для того, чтобы очистить наши ряды от всего того, что мешает развиваться авиационной промышленности Украины. А дальше хочу немножечко ответить на вопросы, которые мне задают именно тоже по внутренней нашей работе в комментариях. Было несколько недопониманий, что произошло с МРИ и с топливом. В каком-то видео я сказал, что на самолете уже 70. И, честно говоря, я был уверен, что эти 70 была дана команда заправить. Каким происходит образом эта процедура? Когда самолет собирается лететь, я сейчас вам покажу флайпланчик, который я летел прошлым летом, 5, по-моему, 07-го, и мы летели в Лейпциг, тоже в Лейпциг аналогичный. В нем видно четко, что я попросил 70 тонн. Тут видно, что это немножко больше, чем просит флайплан, но так у нас для Лейпцига это нормальное количество топлива, потому что возможны варианты плохая погода, еще что-нибудь, и вдруг ветер поменяется, к примеру. Вот, эти команды накануне раздаются флайт-менеджер, который участвует в полете, задает этот вопрос, ему необходимо. Лоудмастер, который отвечает за заправку, он задает вопрос. И это информация о том, что сколько топлива выдается оперативной службе, которая составляет компьютерный флайт-план. В этот раз я не участвовал в этом процессе. В момент выхода того видео я был изолирован уже немного от всего коллектива. Меня отключили от нашей компьютерной сети. Я не мог зайти на сайт, с которого я сейчас вам показываю некоторую информацию. У меня та же самая история произошла и с двигателем. Я был уверен, что двигатель привезли 20-21 числа, а его-то привезли 16 числа. Это тоже я узнал немножко позже. И приблизительно где-то в этот момент я узнал, что и топливо не заправляли 23-го вечером. И, соответственно, не давалась команда на постройку свежего компьютерного плана. Это видно, вот, опять же, с нашего сайта. И в результате утром необходимо было дать заявку. Соответственно, должен приехать топливозаправщик. Самолет должен был выкачан на площадку, где можно заправлять топливом.
Это все требует время. Поэтому я и говорил, что на заправку такого количества топлива, а его надо было порядка залить 50 тонн. Почему? Потому что 5 февраля, когда я вернулся, у меня в баках в самолете оставалось 26 тонн. 23 числа гонка двигателей было, приблизительно, я думаю, порядка 6 тонн. Ушло на это дело, потому что процедура длительная. И осталось 20, то есть надо еще 50 залить. На это уйдет, как правило, 2 часа. Поэтому такая вот небольшая получилась неразбериха. Все из-за того, что недополучение информации. Это как бы вот у нас в организации, может и в других точно так же. Как только тебя помножили на 0, с тобой уже никто не общается, тебе никто не дает никакую информацию. Ничего, будем по новой налаживать связи, если процедура решится положительно. Об этом я вам буду сообщать в следующих випусках. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. Не перемикаємось. До встречи завтра. Пока.